Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мира и добра вам и хорошей погоды, хорошего добротного урожая в ваших садах. Сегодня у нас агрогороскоп садовода на июль 2022 года, киевское время. Начинается месяц во время еще Гекаты, потому что у нас было новолуние 29 июня и до 5 часов утра 53 минут еще время черной луны. Ну а затем уже вступают в свои права энергии луны в знаке Лев. И здесь будут 1, 2 и 3 до 15 часов 32 минут. Но у нас Луна без курса, но снова же эта Луна без курса не будет влиять на особые работы и задачи, которые мы можем выполнять в саду. Почему? Да потому что собирать урожай можно и в Луну без курса, и заниматься защитой растений то же самое. Вот эти дни у нас подходят для того, чтобы работать вот с этими агроприемами. Напоминаю, защита – это биопрепараты и настои трав. Не используем в знаке Лев соду, химические фунгициды, настои древесной золы. Это опасно, это тоже щелочь. Итак, 1, 2, 3 июля мы уже рассмотрели, а уже после обеда с 15:32 начинается время Луны в знаке Дева. А это уже хорошее время и для поливов, и для подкормок, потому что 1, 2 и 3 до обеда мы не проводили поливы и подкормки, они опасны в этот период для растений. И вот вечером 3 можно проводить и поливы, и подкормочки. 4 и 5 то же самое. Но вот 5 обязательно это сделать нужно до желательно 20-21 часа, для того, чтобы хорошо питались и вода, и удобрения, которые вы будете кормить, потому что можно в деве и подкормками под корень заниматься, и по листьям. И еще очень важные дела, которые можно сделать 3 ближе к вечеру, 4 и 5, все 24 часа практически. Что можно делать? Можно нарезать черенки для укоренения. Именно только черенки для укоренения. А также укоренять отводки, укоренять усы клубники, земляники. И здесь защита от вредителей и болезней любыми препаратами подходит. Разобрали Деву, идем дальше. Луна далее растущий переход в знак Весы. Но здесь у нас она будет находиться не все время в продуктивное время. И 6 мы сможем собирать урожай, делать заготовки лекарственных трав. И вот что можно будет только 6 это укоренение усов клубники в заранее увлажненную почву. А вот заготовки и сбор урожая можно и 7 проводить. Это переход будет Луны с 1 во 2 фазу. В 5 часов 15 минут плюс-минус 12 часов. Вот и у нас вот этот день для укоренения усов выпадает. Ну вот такие весы. Нельзя поливать, кстати, нельзя подкармливать в это время. 8 у нас будет переходный период. 8 июля из знака Весы Луна перейдет в знак Скорпион в 8:16. И вот с этого периода уже можно поливами заниматься, вечером подкормочка. И можно укоренять усы земляники, клубники. Как раз очень актуально время в июле месяце для размножения клубники, земляники. Используем. И вот это можно будет делать еще и 9. Вот оно у нас этот день 9 июля. Но напоминаю, что нельзя в этот период в Скорпионе использовать химические фунгициды и минеральные удобрения. Естественно, нельзя заниматься обрезками, зелеными операциями. По этим темам у нас будут отдельные агрогороскопы, так что дождитесь, до конца месяца все агрогороскопы будут на нашем канале. Агрогороскопы на июль месяц. Далее рассмотрим у нас 10-й, очень интересный день. Это время перехода Луны из знака Скорпион в Стрелец. Огненный знак.
Утром это будет с 7:35 до 11:34 луна без курса, но практически здесь особо значения не имеет, лучше после 12 часов, потому что мы можем делать, стрельцы? Собирать урожай и заготовки на зиму делать. Поливы бесполезны, подкормки тоже бесполезны, они опасны для растений. Вот здесь, в Стрельце, только собираем урожай и закладываем на хранение. То ли это сушеные ягоды, плоды, то ли это консервированные, замороженные. Все это складываем, готовимся к зиме. Затем начинается очень сложный период, сожженный путь полнолуния. И он начинается вечером 21:39 11 в знаке Стрелец. 12 луна переходит в Козерог с 12 часов. Ну и полнолуние в 21:39 13 июля. Затем вот сожженный путь полнолуния будет также находиться 14 уже при переходе Луны в знак Водолей, и 15 завершится вечером в 21:39 вот этот период. Что можно делать? Только поливы в Козероге, нельзя поливать Водолеи. Вот эти вещи нужно запомнить. Снова же будут отдельные агрогороскопы. Будьте внимательны, не перепутайте. Идем дальше. 16. Вот оно, 16 июля, середина месяца. Здесь будет переход Луны из знаки Водолей в Рыбы. Это уже убывающая Луна. И уже после 12 часов в Рыбах можно заниматься укоренением усов земляники, а также проводить поливы и вечером подкормочки. Можно и под корень, и по листьям, но напоминаю, нельзя использовать минеральные удобрения в это время. И это можно будет делать еще и 17, ну и 18 утром. Поливы, подкормки и укоренение усов земляники. 18 и 19 у нас и 20 Луна будет находиться в знаке Овен. В Овне это хорошее время для сбора урожая и заготовок на зиму. Ну и защита биопрепаратами и настоями трав. 20 переход Луны из 3 в 4 фазу, но это не влияет на сбор урожая и на заготовки. Делайте заготовки на зиму. 21 и 22 вот это уникальные дни, когда можно очень много сделать. Во-первых, себе сделать важный агроприем для того, чтобы увеличить свой сад за счет того, что вы можете размножить с помощью черенков, отводков любимые растения. Любые растения нарезаем черенки. И здесь, кстати, и обрезанием садовые растения можно обрезать, зеленые операции, и тут же можно нарезать черенки, укоренять черенки. Самый лучший результат, когда сразу нарезал свежие череночки и укореняешь. И здесь же тоже зеленые отводки, одревесневшие, можно уже тоже укоренять. Зеленые прививки в это время можно проводить, 21-22, напоминаю. Укоренять усы земляники, поливы, подкормочки. Видите, очень много дел. Ну и защитные мероприятия. И, кстати, подкормки любыми удобрениями. Далее переходим в знак Близнецы. Утром в 8:12 уже будут работать энергии стихии воздуха. Поэтому поливы можете до конца суток 22 провести в Тельце. А уже 23, 24 и 25 до вечера нельзя будет поливать растения. До вечера, до 20 часов 55 минут, когда Луна перейдет в знак Рака. Но мы сейчас рассмотрим 25 число. Я просто хочу напомнить, что можно делать 23, 24. Обрезка садовых растений, зеленые операции, сбор урожая, заготовки, защита биопрепаратами и настоями трав. Нельзя поливать. И вот этот период завершится у нас вот 25-го. Естественно, не забываем, что можно утром будет до 11 часов провести обрезку садовых растений и зеленые операции. Это то, что многие ждут и делают эту операцию. Помним, что мы делаем в 4-й фазе Луны. И в само новолуние, если
это новолуние выпадает на время хорошего знака. Мы сейчас рассмотрим, что у нас получается дальше. А дальше у нас 25-го с вечера, после 21 часа работает энергия стихии воды. Знак Рак нельзя обрезать ни вечером, ни днем 26-го, 27-го. До 28 утра никаких обрезок не проводим. Зато здесь можно проводить поливы. И только 26-го можно провести подкормку 50% вот этих удобрений, которые вы обычно используете. Впереди новолуние. А в новолуние растение заторможено и не может вот эти удобрения, которые мы даем, и по листьям некорневые под корень использовать. Поэтому, чтобы они не ушли куда-то в почву и в воды, мы используем 50%. Этого достаточно. И 26-го можно также укоренять усы земляники. Далее 28-го у нас будет уже новолуние. Вот можно 28-го обрезка еще заняться. Ну и этого достаточно, потому что вот и это после 10 часов утра, можно до конца суток, а далее уже лев и время гекаты. Здесь только что можно, и поливы здесь бесполезны, подкормки опасны. Здесь можно собирать урожай и заготовки делать. И это можно делать 28, 29 и 30. Желательно до 19 часов вечера, потому что в деве очень плохого качества получается заготовки. И вот 30 вечером уже Луна перейдет в знак Девы, 21:12, и здесь будет 31 июля. Ну вот здесь чистые энергии. Снова же можно для укоренения черенков нарезать нужное количество черенков, а также в это время можно укоренять отводки, усы земляники, поливать и подкармливать растения. Уже запускается растущая луна, движение по всем клеточкам растений, и можно начинать вот эти важные агроприемы. Ну что ж, остается сделать скрин. У вас есть такая возможность. А тем временем авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик по-прежнему вам желают мира и добра, благодатной погоды и здравия вам и здравия вашим родным. Мы прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!